Добрый день, уважаемые слушатели! С вами канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас постоянно появляются новые и интересные видео. Ну а сегодня мы с вами поговорим о симптомах порчи. В этом видео мы хотим рассказать вам о том, как распознать сглаз и порчу в вашем организме. Кто-то, услышав эти слова, может рассмеяться, будучи уверенным, что в 21 веке не бывает таких вещей, как порча или сглаз, да и прочей подобной ерунды. Однако жизненные примеры многих людей показывают, что сейчас дело с наведением порч обстоит еще хуже, чем раньше, а количество порченных людей увеличивается из года в год в геометрической прогрессии. Распространение социальных сетей способствует абсолютно свободному доступу к фото простодушных пользователей интернета, не только профессиональных магов и колдунов. Хотя именно профессионал и не будет портить абы кого без оплаты. А вот доморощенные колдуны-самоучки с удовольствием тестируют различные формулы и обряды на абсолютно невинных людях, которые им ничего плохого не сделали и которые даже не подозревают о том, что стали кроликами. Так маги между собой называют объекты своего воздействия. Итак, как определить симптомы порчи? Вряд ли вы помните, как первый раз на вас навели порчу, потому что почувствовать это может только чистый с энергетической точки зрения человек. Что значит чистый человек? Это тот, кто никогда не испытывает злость, обиду и прочие негативные эмоции, а также человек, выросший в чистой семье, на чьих родителей никогда не наводился негатив. Соответственно, и дети этот негатив никогда не впитывали. Так вот, если вы чистый человек, вы сразу почувствуете чужую негативную энергию. В одно совсем не прекрасное утро вы проснетесь с ужасной головной болью, невозможностью сконцентрироваться на чем-либо. А если быть конкретно, вообще ни на каком деле. А перед глазами у вас при этом будет висеть как будто пленка, через которую вы мир не можете увидеть ясно и четко. Ощущение такое, будто у вас испортилось зрение, и сколько бы вы ни терли глаза, у вас не получается увидеть все настолько ясно, насколько вы привыкли. А если вы человек видящий, то ночью к вам прилетит картинка, когда вы увидите своим внутренним зрением образ, который символами указывает на то, каким образом вам сделали порчу и какую именно. Как узнать, что на человеке порча? Если вы уже были человеком нечистым, то вы и так постоянно находитесь в нездоровом состоянии, испытываете боли разного рода. Поэтому порчу почувствуете только в виде очередного простудного заболевания, либо у вас просто обострятся ваши хронические заболевания, к которым вы и так привыкли. Поэтому вы даже не заподозрите, что у вас новый негатив. Далее, симптомы и признаки порчи у женщины. Когда наводят порчу на женщину, ее чаще всего закрывают по-женски. Что это значит? Это значит, что делают прежде всего на гинекологические заболевания, выкидыши и невозможность иметь детей. Часто женщину заключают в так называемый ледяной круг. Это когда женщина живет как белка в колесе. Ее жизнь не развивается, не идет вперед по нарастающей, улучшаясь с каждым годом. А наоборот, жизнь такой женщины, начиная с нулевой точки, туда же и возвращается. То есть она теряет все, что нажила в своей жизни, или же ее имуществом завладевают чужие люди. Она остается ни с чем, как и в начале своей жизни. Кроме того, эту женщину делают сексуально холодной, то есть фригидной, так что она не хочет создавать семью, не обращает внимания на мужчин, а секс ей не доставляет никакого удовольствия. Обращайте внимание также на свои сны. Это очень важно. Подсознание женщины часто предупреждает ее об энергетических нападениях и наведении на нее порчи. Существует несколько видов
снов, который указывает на порчи и который ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Первое, на что обратить внимание, когда вам снятся такие сны. Вы бегаете по кругу, катаетесь на коньках по кругу, не можете выйти из круга. И при этом это во сне вам очень нравится. Вы не испытываете дискомфорта, а наоборот испытываете удовольствие. Следующее, второе. Ваш муж уходит от вас с другой женщиной или собирает вещи и с чемоданом идет на вокзал, садится в поезд и уезжает, а вы остаетесь одна с ребенком. Этот сон означает, что на вашу семью делают остудно-рассорочный комплекс. Основным признаком этого комплекса является очень сильный кашель, неизвестно откуда свалившийся на всю семью. Вы кашляете несколько месяцев, абсолютно обессилели, опираетесь на стены от слабости, но никакие лекарства вам не помогают. Третье. Вы находитесь в общественном туалете, неправдоподобно закаканном, грязном. Это значит, что на вас сделали финансовый крадник. Крадниками называются порчи, которые призваны украсть у вас на энергетическом уровне вашу финансовую удачу. То есть все ваши деньги отправятся другому человеку, который присосался к вашей энергетике. Имейте в виду, что крадут не только деньги, но и здоровье, удачу, молодость и красоту. Если вы вдруг подурнели, растолстели, постарели, насторожитесь. Что-то здесь не так. Следующее, четвертое. Вас во сне преследует преступник, который гонится за вами, чтобы убить, или чудовище, чтобы съесть. Это порча на тяжелую болезнь. После такого сна вас ожидает операция или опухоль, или что-то подобное неприятное. Далее, признаки, что порча на смерть. Порчу на смерть распознать и легко, и сложно одновременно. Чаще всего такой вид порчи делается на кладбище при помощи черной магии. Проявляется она тем, что некогда красивая, модная и цветущая женщина вдруг перестает за собой следить. Ей ничего не хочется, она спит и не высыпается. Сколько бы долго она ни спала, ее ничего не интересует. Она устает, даже если весь день ничего не делала. Она перестает краситься, делать прически, маникюр и педикюр, даже если раньше она это любила. Если женщина все это продолжает делать на автомате, то она не испытывает от этого удовольствия, а даже с раздражением, что приходится на это тратить время и силы. Часто проявляющиеся мысли о самоубийстве также распространены, когда вы имеете порчу на смерть. В целом, такое ощущение, будто вы высосаны до донышка. Самое ужасное то, что когда кто-то обращает внимание женщины на то, что она изменилась, она найдет 1000 причин и в свое оправдание, сказав, что это нервы, муж или дети достали. И, внимание, главная фраза: «Да ты что, какая порча? Фигня это все». Почему никто не осознает, что с ними случилась реальная беда? Да потому что современные колдуны ставят на свои работы так называемые мороки и непрогляды. То есть, даже если вы пойдете на диагностику к опытному экстрасенсу, он не сможет вас грамотно посмотреть. Он не увидит на вас ничего, даже если вы будете умирать непонятно от чего и считать последние копейки от нищеты. И примеров тому масса. Совет в этом случае может быть только один. Найдите толкового экстрасенса и отправляйтесь сразу на чистку. Только после чистки вам станет легче, уйдет морок, который не дает вам трезво оценить ситуацию, и вы все увидите сами. Вы вспомните даже того человека, который вам сделал, или же он сам вам позвонит, или придет в гости. Симптомы порчи на одиночество. Порча на одиночество проявляется точно так же и просто, и непросто. Вам за 30, вы одиноки. Мужчины появляются в вашей жизни и исчезают, а то и вовсе не появляются. Часто эти мужчины прочно женаты и разводиться не собираются. Когда на диагностику к магам приходят женщины с порчей на одиночество, то при гадании на ее мужчин выясняется, что все эти мужчины приворожены своими половинками и уйти просто не смогут, даже если захотят.
И эта порченная женщина притягивает только таких несвободных мужчин, которые носят на себе чужие негативные воздействия и не принадлежат себе. Признаки порчи на отношения. Порчу на отношения распознать также легко. Вот у вас с мужем было все хорошо, и вдруг вы ему становитесь противны. Вас его бесит все, что он раньше любил и что его так смешило в вас. Он на вас орет без особой причины и успокаивается только когда доводит до слез. Он начал поднимать на вас руку, хотя раньше никогда этого не делал. Он говорит вам, что вы ему мешаете жить, и он задыхается рядом с вами. А ведь раньше он не мог вами надышаться. И вот опять вы его оправдываете, вините себя. Находите 1000 причин, а ведь это просто порча. Симптомы с глаза. Симптомы с глаза, в отличие от порчи, самые легкие. У вас головная боль, сонливость, тянет плакать без причины. Однако ваша энергетика легко с этим справляется, и вы через несколько дней снова такая же, как и прежде. Симптомы после снятия порчи. Если вам повезло и вы встретили толкового экстрасенса, после чистки вы чувствуете себя так, будто сбросили с плеч не 1 десяток лет. Вам легко, спокойно и хорошо. У вас снова все впереди и хочется жить. Друзья, мы надеемся, что у вас все хорошо. Мы вам желаем здоровья, любви, гармонии и мира. С вами был канал Эзотерика для тебя. До новых встреч!